Близнецы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш второй прогноз на 2024 год. Высокосный год, год дракона, год кардинальных и знаковых перемен. И вас это тоже коснется, поверьте. Этот год никого не оставит, знаете, никого не пощадит, потому что несет кардинальные изменения и кардинальные энергии. Но каким он для вас будет, мы сейчас посмотрим и проанализируем с помощью прогностического расклада. Я буду смотреть своей авторской методикой, которую я работаю уже несколько лет. Для тех, кто у нас ждет расклад на 12 домов годовой, он тоже будет, но он будет несколько в ином ключе. Больше с позиции анализа, что нам будет необходимо проработать по каждому из домов. Поэтому эти два расклада будут как дополнением одно к другому. Но и те, кто хотел посмотреть, проверить, проанализировать расклады на 23-й прошедший год, я в любом случае оставлю ссылку, закреплю ее в комментариях, чтобы вы могли посмотреть, по какому из знаков для вас информация идет лучше, резонирует больше. То есть в каком ключе вам смотреть. Ну, а мы с вами приступаем. Итак, чем же вас порадует 2024 год в плане работы, бизнеса и карьеры? И здесь ложится аркан Солнца. Солнце — это всегда рост, это всегда возможности, это плодородие. Это как и обретение работы, и повышение по карьерной лестнице, и становление своего дела, и расширение возможностей, потому что это радость, это карта счастья, полноты жизни, сбора урожая. Тут перечислять можно бесконечное множество. Опять же, для некоторых из вас это ситуация обретения своей ниши. Если вы искали себя, на каком поприще себя раскрыть и реализовать, в какую нишу податься, то этот год прольет свет на эту ситуацию, даст вам подсказку, старт, возможность. Потому что видите, как протягивают вам руку. Вот это вот солнце, которое анализирует и высшие силы, и всевидящее око, как даст подсказку для вашей реализации новых возможностей. Будем раскрывать данные арканы, смотреть, о чем же вам будут говорить, в каком контексте, в каком ключе. Смотрите, тройка монет, дурак, император. Насколько для вас будет знаковая, значимая сфера карьеры, бизнеса и работы. Итак, для тех, кто у нас сейчас не работает и работать не может, если смотреть по этим картам, вы будете заняты, допустим, воспитанием детей или присмотром людей возрастных. Да, вы будете здесь зависеть от вашего партнера или от членов семьи, но для вас эта работа будет тоже, знаете, как оценена по достоинству. Вы будете получать за нее и признание, и похвалу, и материальную отдачу. Некоторые из вас, даже те, кто не работают, могут пытаться пробовать раскрыть, реализовать свой потенциал через какое-то хобби, то есть начинать в каком-то ключе. Видите, тройка монет — это оттачивание мастерства для вас в новом деле, но которое для вас станет стабильным, которое даст вам новые возможности заработка. Поэтому это просто потрясающие арканы. В особенности, если вы сомневались, если вы переживали, а стоит или не стоит, а получится или не получится, то вам сами арканы говорят, что дерзайте, однозначно получится. Финансовая сторона вопроса. Что здесь? Но оно и не удивительно. Конечно же, у нас финансы не зависят всегда напрямую от работы, потому что финансы — это может быть и наследство, и просто финансовая помощь, спонсорство, меценатство, все что угодно, выигрыш. Поэтому колесо фортуны здесь и говорит, что удача вам идет в руки. Новые возможности и заработка, и финансовой поддержки, и просто оказаться в нужное время в нужном месте и получить эти блага от Вселенной. Посмотрим, действительно здесь есть шанс или возможность выигрыша или крупного поступления денег. Так, смотрим. Рыцарь чаш, шестерка монет, дьявол. Итак, по этим арканам. Если вы рассчитывали на суду, ипотечное кредитование, рассрочку,
вам дадут. Почему дадут? Потому что шестерка монет, дьявол, это как дают бессрочно, ну как не то чтобы бессрочно, но на каких-то выгодных для вас или лояльных условиях, потому что рыцарь чаш это выгодное, это интересное предложение. Опять же, получение денежных переводов. Шестерка монет, дьявол, не всегда это бескорыстно, то есть у кого-то это за счет отношений, да, или там романтического взаимодействия. У некоторых позиций ты мне, я тебе, то есть я тебе даю инвестиции, крупные суммы денег, ты мне помогаешь в каких-то там других начинаниях. В разном ключе, но деньги большие, деньги крупные. Причем здесь может быть, простите, но говорю как есть, и помощь в отмывании денег, шестерка монет и дьявол также об этом говорят и на это указывают. Поэтому если ваша деятельность сопряжена с такими моментами, то здесь удача на вашей стороне. Если здесь шанс выигрыша, именно выигрыша как такового нет, но как беспрецедентной какой-то финансовой помощи или поддержки, да. Когда, простите, кому-то за красивые глаза будут давать внушительные суммы денег, или кто-то поверит в вас, в ваше дело, в ваш стартап и может его профинансировать, или кто-то просто бескорыстно может вам оказать финансовую помощь, поддержку, благотворительность в какой-то острой либо критической для вас ситуации. Потому что, видите, здесь деньги идут как благость. Почему бы нет? Поэтому, если, опять же, вы рассчитывали на какие-то покупки крупные, но за счет кредитования, ипотечная, либо рассрочка, или просто там какая-то суда, туда у вас здесь все получится. Анализируем вопросы здоровья. Что у вас по здоровью? Так. Императрица. Карта прекрасна, потому что зачастую она говорит о, во-первых, молодости, красоте, улучшении внешнего вида, улучшении состояния здоровья, которое будет влиять на ваш внешний вид. Для тех, кто планирует или стремится к этому, зачатие и деторождение. Единственное, что для мужчин этот аркан может говорить о нарушении гормонального фона, то есть о, скажем так, завышенных женских гормонах в вашем организме. Для девушек и женщин это, в принципе, акцент на проверку, диагностику репродуктивной функции, ну и, конечно же, вашего гормонального фона, гормонального баланса. Но так как у нас карта многогранна, раскроем ее, посмотрим все-таки, какие энергии она вам несет. Десятка монет, король монет и тройка мечей. Итак, в первую очередь карты говорят о ситуации зачатия и продолжения рода. То есть для тех, у кого есть проблемы с репродуктивной функцией или, может быть, не дай бог, там вопрос бесплодия и так далее, то есть это решать этот вопрос, эту проблему альтернативным путем. То есть у некоторых это, да, за счет там суррогатного материнства, экооплодотворения, потому что тройка мечей, вот они естественным путем. Еще раз хочу сделать акцент, это для тех, кому это актуально, потому что открываю, здесь ложится восьмерка пентаклей, то есть работает над этим вопросом. Для всех остальных, но в частности здесь идет речь для мужчин, это все-таки сделать акцент на свое состояние здоровья, потому что превышение в вашем организме женских гормонов будет негативным образом влиять на ваше либидо. Опять же, здесь проверка ваших репродуктивных функций, все ли с ними в порядке и так далее. И еще эти карты, которые могут говорить о ситуации исправления каких-либо генетических нарушений. Сейчас объясню. Ну, то есть у вас может быть какой-то внешний фактор, то есть вы с этим родились, да, но вас что-то не устраивает во внешности. Ну, допустим, к примеру, да, большая форма ушной раковины, вы хотите сделать атопластику, как бы исправить то, с чем вы родились, то есть то, что пришло вам по роду, чтобы это улучшило ваш внешний вид. То есть здесь могут быть и вопросы пластических операций, каких-то корректировок, которые действительно сделают вас и более здоровыми, и привлекательными для окружающих. Анализируем вопрос личной жизни. Что же у вас здесь? Смерть. Ох, по смерти здесь будут кардинальные перемены, кардинальная трансформация. И в большинстве своем смерть не всегда у нас указывает или говорит о ситуации там, завершения союзов. Она может говорить о трансформации отношений изнутри или перерождении союзов. Поэтому в каком ключе для вас будет звучать этот аркан, сейчас будем раскрывать и смотреть по ситуации. Итак, что же вам принесет? Какие трансформации у вас будут по личной жизни? Итак, у нас по картам, которые здесь ложатся, король жезлов, рыцарь монет и семерка чаш.
Для девушек эти карты будут говорить о ситуации, знаете, как идеализации, стремление к новому партнерству, которое зажжет в вас огонь. Потому что король жезлов и рыцарь монет — это желание получить отношения стабильного характера с мужчиной, но которые, по сути, по семерке чаш будут исполнять все ваши желания, все ваши какие-то прихоти или капризы. То есть это стремиться кардинальным образом менять себя или многое в своей жизни, чтобы получить такие отношения или добиться таковых отношений. Ну, удастся ли это осуществить? Давайте посмотрим. Так, по аркану Магда. О чем же будет говорить эта триада карт для мужчин? У вас это желание реализовать свое сексуальное либидо, свои какие-то сексуальные фантазии, потому что по этим картам это желание прочувствовать, что есть порох в пороховницах. Так, что здесь? Семерка жезлов. То есть это активно бороться и за свое, знаете, как эмоциональное проявление. И одну колоду у вас тройка чаш. То есть у вас на повестке дня здесь могут нарисоваться адюльтеры или какие-то отношения в треугольниках. Я не говорю, что вы должны в них вступать, но такая вероятность есть. Даже если вы всю жизнь там отрекались и говорили, что чтоб я, да никогда в жизни. Но здесь будет вопрос как бы искушения. Но тем не менее, анализируем эти карты в целом. О чем здесь будет говорить эта триада для тех, кто у нас является свободными, то есть сейчас не состоит в союзах. По колеснице это активный прорыв, потому что даже дно колоды восьмерка чаш — это, знаете, как желание уйти в отношения с головой. Здесь может быть не то чтобы неразборчивость в связях, а ситуация, когда вы излишне приписываете качества партнеру или партнерши, который таковыми качествами не обладает. Поэтому колесница — это, знаете, как не создавать в своей жизни хаос, в связке с этими картами. Почему? Потому что сами потом можете от этого хаоса, как это сказать, не то что быть расстроены. Это, знаете, такая позиция: хотели, получили, а потом думаете, зачем мне это надо, я не то хотел или не то хотела. Потому что вы по факту не будете видеть истинное лицо вашего партнера или партнерши. Поэтому здесь карта смерть говорит о вопросах трансформации, то есть видеть людей здраво, в здравом ключе. То есть не идеализировать их, не приписывать им какие-то поступки или качества, которыми они не обладают. Смотрим ситуацию для тех, кто у нас в любовных треугольниках. По пятерке чаш это понимание, осознание, что отношения себя исчерпали. Ну все, умерли, пусто. Тут нет смысла что-то возрождать или пытаться что-то восстановить. Их нужно отпустить. И как следствие идти в новое знакомство, в новые союзы. А эти себя уже исчерпали. Для тех же, кто у нас в стабильных союзах, по аркану Луна, обратите внимание, может быть вопросы, фактор обмана или измен с вашей стороны. Повторюсь, не со стороны вашей второй половины, а именно от вас. Вот где собака порылась. Поэтому объективно взвешивайте все за и против. Нужно ли вам это? Какие могут быть последствия? И не будете ли вы о них сожалеть? Смотрим неожиданность года. О чем вам поведают арканы? Неожиданность. Дьявол. По дьяволу это одержимость, это созависимость эмоциональная, физическая или зависимость от того, что делает вас счастливым. Это могут быть элементарно маленькие радости, будь то сладости, у кого-то алкоголь, для кого-то табак, у кого-то игры в казино. Посмотрим, о чем вам будет говорить здесь дьявол, что здесь за неожиданность. Или это взятие на себя новых обязательств и, как следствие, допустим, ипотечное кредитование. О чем идет речь? Сила, тройка жезлов, четверка монет и дно колоды девятка чаш. Нет, ребят, здесь все-таки это одержимости новым человеком, от сексуальной тяги, ситуация, когда вам сносит голову, потому что сила, тройка жезлов и четверка монет, вы всеми силами, правдами и неправдами будете здесь пытаться стремиться держаться за стабильность, но маловероятно, что вам удастся это искушение обойти или от него избавиться. В глобальном таком формате, если смотреть, эта карта может еще говорить о том, что вы будете бороться с искушением, прикладывать массу сил для того, чтобы стабилизировать текущее положение вещей. И поскольку у нас дно колоды девятка чаш, а оно у нас отвечает, это все, что касается алкоголя, пищевых радостей, удовольствий, то есть это бороться с перееданием, или если у кого-то есть зависимость от алкоголя, с этими пагубными привычками, а некоторые, к сожалению, будут здесь бороться с эмоциональными зависимостями и одержимостью человеком, когда вот
Вот хочу и баста. И больше никого не вижу. Но мы с вами еще посмотрим и проанализируем следующие аспекты. А именно, карта года, карта совет. Что от вас уйдет и что придет. Итак, что от вас уйдет в этом году? По карте сила. Не то чтобы уйдут ресурсы, уйдет сила воли. Потому что здесь это когда нужна поддержка для того, чтобы решить какой-то вопрос. Это ситуация, когда вы не можете с собой совладать. Это ситуация, когда вы не можете что-то контролировать. Ну, давайте смотреть, что конкретно, о чем идет речь. Суд, семерка жезлов. И у нас здесь ложится шестерка мечей. Итак, для некоторых это совладать с собой с целью, чтобы восстановить или состояние здоровья, или у некоторых может быть возврат на родину, или найти в себе силы вы искали, чтобы возобновить какие-то судебные процессы. То есть, если такие моменты происходили, все, в этом году для вас они будут закрыты. Допустим, завершится судебное дело. Или если смотреть по этим картам, вы можете вернуться на родину, потому что суд у нас карта родины. Или сама по себе ситуация, если вы кому-то оказывали все время поддержку членов семьи, здесь вы можете от этого закрыться, потому что семерка жезлов отгородиться и шестерка мечей от этой ситуации уйти. То есть кого-то можете лишить привилегий и помощи с вашей стороны. Так, что придет? Колесница. По колеснице это движение вперед, это прорыв, это поездки, переезды, путешествия, скорость жизни, хаос. Это, знаете, по принципу, когда говорят, не думай о том, сколько у тебя дней в жизни, думай, сколько жизни в твоих днях. Так вот, как раз карта колесница, она привнесет в вашу жизнь это чувство вкуса, ярких красок, радости, ситуация, когда вы действительно живете, потому что колесница, это, вы знаете, только успеваете за какими-то событиями. Будем смотреть все-таки, о чем говорит этот аркан, какие перемены здесь произойдут. Справедливость, пятерка монет и десятка жезлов. И дно колоды у нас с вами ложится восьмерка монет, она же восьмерка пентаклей. Итак, у некоторых это будет вопрос связан, если вы переходите с одной работы на другую, это как официально уволиться, решить материальные вопросы, хотя для вас по десятке жезлов это будет сложно, да, то есть и движение вперед. Опять же, это решать вопросы, если у вас были проблемы с выездом за рубеж, связанные с поездками, переездами, путешествиями или иммиграцией. Дальше, и если у вас просто не было автомобиля, то есть для вас был нарушен вопрос мобильности, свободы передвижения, то справедливость, пятерка монет и десятка жезлов, это, допустим, взять кредитование, то есть официально, да, взять какой-то ресурс и закрыть для себя вот эту проблему, наконец-то обрести мобильность. Да, конечно, здесь будут финансовые обязательства, но тем не менее вы облегчите свою жизненную ношу. Карта года. Жрица. Жрица – это карта такого рокового стечения обстоятельств. Много тайного, много неясного, много необходимо будет проработок эмоциональных, духовных, внутренних. То есть работа со своим бессознательным, углубление в какие-то тайные ситуации, тайные отношения. Опять же, углубление в вопросы эзотерики, поиск духовного наставника или переход, знаете, как работа в закрытых учреждениях, тайных учреждениях. Аркан многогранен. У некоторых из вас может быть вопрос аскезы. Кто-то может, не знаю, поститься, посещать святые места, заниматься паломничеством или даже там на пару месяцев уйти в монастырь. Бывают и такие моменты. То есть жрица – это как принятие не то чтобы какого-то нового духовного сана, это чувствовать энергии жизни совершенно по-другому, ощущать их сердцем, душой, ощущать их изнутри. Но посмотрим, как раскроется для вас аркан, о чем он будет говорить. Так, семерка мечей, пятерка жезлов, король чаш. Нет, мои хорошие, здесь все-таки о поползновениях, о каких-то скрытых тайных отношениях любовного характера, о внутренней борьбе с самим собой или самой собой, потому что здесь по этим картам, обратите внимание,
Любовь, морковь и залипание на новом человеке. Да, безусловно, эта триада карт может еще отыграться как активная работа с психологом, сессии, психотерапия с целью закрыть какой-то скрытый гештальт прошлого, непроработанный, который для вас был триггером, такой вот точкой, которая постоянно вносила какие-то негативные изменения в вашу жизнь. Может быть и в таком ключе. Но основное это все-таки вопросы личной жизни. Смотрим. Совет и рекомендация. Карта отшельник. Это аркан познания себя. Аркан интроверта. Может быть, желание отгородиться от всех, углубиться на некий период. Или побыть, знаете, не то чтобы на необитаемом острове, но просто в изоляции от основной массы ваших знакомых, друзей. То есть или ограничить в чем-то общение. Для того, чтобы собраться с мыслями, понять, какие у вас в жизни приоритеты, к чему вы стремитесь, чего вы хотите. Потому что отшельник — это искать свой путь, свой свет. То есть то, что вас как согревает, то, что для вас является вашей путеводной звездой. Будем его раскрывать. Опять же, если смотреть жрицу и отшельник, это углубление в эзотерику, это поиск духовного наставника, это просто углубление в эзотерические практики. Солнце, паж мечей и королева монет. По этим арканам, что мы можем сказать? То есть для вас это пролить свет для большинства на общение, на взаимоотношения женщины земной стихии, телец, дева или козерог. Это может быть отношения с матерью, с сестрой, со знакомыми, то есть с важным для вас человеком. Но для вас, знаете, как открыть какие-то сокрытые моменты вашего общения, вашего взаимодействия. То, что для вас было очень важно, значимо, но вы не понимали. Допустим, вы чувствуете, что в общении с подругой есть какой-то дисбаланс, но не понимаете почему. То есть выяснить, понять, осознать. И второй момент для себя по Солнцу — это открыть свет, то есть новую энергию, новые знания, то есть наполниться этой энергией, потому что паж монет и паж мечей и королева монет, они указывают на ситуацию, как найти для себя источник энергии, источник стабильности и вопросы процветания, потому что Солнце — это еще раскрыть себя, свои возможности. Более того, для большинства из вас это понять наконец-то и осознать, допустим, какого человека вы хотели, потому что Солнце, паж мечей, королева монет, вот оно, вот та стабильность, которую я так долго искала или искала. Вот, и вот я открываю даже колоду, тут ложится туз монет. По тузу монет вам Вселенная даст шанс. То есть если вы искали человека, открываю вторую девятка чаш, это будет тот год, когда вы найдете именно то, что вы искали. Поэтому в этом аспекте год будет фундаментальный. Что ж, мои хорошие, пусть так и будет. Конечно, мы все это дело сопоставим, проанализируем с раскладом на 12 домов, по всем домам, по всем аспектам, как оно ляжет там по факту, подкрепит или опровергнет. Но уже у вас вырисовываются благоприятные энергии 2024 года. Я надеюсь, что действительно они отыграются в этом ключе. Тем более, как показывает карта, тут много у вас старших арканов. Год действительно знаковый, поэтому пусть так и будет. Я вам искренне всей души желаю самого счастливого, яркого и продуктивного года. И пусть он действительно принесет в вашу жизнь кардинальные позитивные перемены.